Здорово, ребята! В комментариях под моими роликами иногда люди пишут, что это видео создано ИИ, а я просто открываю рот под уже готовое видео. Поэтому я решил один раз нормально показать, как это все происходит на самом деле. Все начинается, конечно, с идеи. Я давно хотел делать видео с своими персонажами. Не чтобы там был Соник, Роналдо или кто-то еще, а именно Глорп. И чтобы зритель четко понимал, что Глорп — это персонаж с канала Шиллер. А вообще идей у меня много, я стараюсь все записывать. Иногда это уже почти готовый сюжет, а иногда это просто пару слов, которые я через неделю даже не могу понять сам. Для этого ролика у меня уже давно была идея. Глорп уменьшается и оказывается среди жуков и всякой маленькой живности. А потом один из зрителей несколько раз попросил сделать серию про лягушек или жаб. Я объединил эти две мысли и получился сюжет про лягушачьего царя. Дальше начинается сценарий. Я всегда следую ключевой базе. Хук, развитие сюжета и финальная добивка. Но самое главное, чтобы у героя была понятная цель. То есть история все время должна двигаться вперед. На один большой сериальный шортс у меня уходит примерно 70-100 кадров, но часто из них потом все равно очень много улетает на монтаже. На бумаге сцена выглядит нужной, а на стадии монтажа ты видишь, что она сильно затянута, или шутка выглядит неуместной. Когда сценарий готов, я перехожу к визуалу. Нужно понять, где находятся персонажи, кто на кого смотрит, кто говорит и где находится камера. Раньше я почти всегда все пытался пояснить при помощи текста, и иногда тратил по 5-10 генераций, чтобы создать нужный кадр. Помню, как ты сидел с другом в Дискорде и рассказывал, что очень тяжело визуализировать персонажа в нужном положении, или там, например, вид через стекло, или еще что-то. И он меня спросил, а разве нельзя сделать набросок и загрузить как референс картинку? Я попробовал, и оно сработало. Сказал, что идея хорошая, и забыл про нее. Мне тогда показалось, что рисовать раскадровку вручную — это лишняя работа. Но потом у нейросетей лимиты стали намного жестче, генерация картинок стала более медленной. Мне стало просто жалко тратить часы на воссоздание зачастую просто стартовых 2 кадров. Так я вернулся к бумаге. Для вас я, конечно, показываю более приличную раскадровку. Подробно прорисовывать каждый кадр не нужно. Если это обычный крупный план или просто диалог, то можно сразу переходить к генерации. Но когда сцена сложная или нужно проверить, правильно ли меняются ракурсы, то набросок очень сильно помогает. После этого я загружаю рисунок в нейросеть. Поясняю обозначение, что буква Г — это Глорп, F — это фермер. Прикрепляю промпт с четко зафиксированным описанием внешности Глорпа, фермера, локации. Дальше прошу сохранить композицию, последовательность и нумерацию. И уже после нейросеть превращает мои каракули уже в более понятную раскадровку. Потом я вырезаю каждый кадр с кадровки и вставляю как референс картинку. Нейросети поясняю, что картинка прикреплена только для ракурса и положения камеры. Все остальное нужно брать из промпта. Внешний вид, локации и так далее. Изображение все равно может выглядеть не так, как я изначально планировал, поэтому приходится где-то кадрировать, приближать план или в фотошопе вырезать ненужные элементы. Уже при создании картинок я заранее думаю, как их буду анимировать. Если, например, Глорп должен что-то говорить и показывать яркие эмоции, то я 100% не буду его изображать спиной, потому что нейронка 100% его будет разворачивать, и там уже будет не Глорп, а непонятно какой персонаж. Сами промпты для анимации у меня тоже очень короткие. Фермер держит морковку, смотрит на нее с грустью и опускает плечи. Глорп резко разворачивается и убегает в сторону сарая, фермер провожает его взглядом. То есть, по сути, я описываю действие, движение камеры и реплику. Все. Когда все фрагменты готовы, я накидываю черновую раскадровку в DaVinci Resolve. Смотрю темп, паузы и так далее. Потом записываю озвучку. И тут важный момент. Вебка в углу — это не запись, где я просто шевелю губами уже под готовый звук. Она снимает прямо во время озвучки. Я читаю сценарий, слежу за таймингами и переключаюсь между голосами. Почти всех героев озвучиваю сам без какой-либо обработки. Иногда я немного пичу голос. Например, для фермера я опускаю, а для Глорпа поднимаю. Но основную разницу стараюсь передать интонацией. Я стараюсь меньше двигаться в кадре, чтобы склейка была незаметной. Из-за этого один друг после первых роликов вообще решил, что я нейроаватар. Я еще не поверил и переспросил. Он сказал, что все как-то слишком плавно и я практически не двигаюсь. Сейчас я стараюсь быть живее и сильнее отыгрывать эмоции. Пока не всегда получается, потому что я сильно сфокусирован на тексте и голосах персонажей. Но думаю, к 1000-му ролику я все же научусь.
Голос я записываю отдельно и потом чищу. Убираю шумы, выравниваю громкость, немного регулирую частоты. После этого я все склеиваю и свожу свой голос с персонажами, чтобы липсинг героев хоть немного совпадал с моей озвучкой. После озвучки добавляются эффекты. Шаги, удары, всплески воды и так далее. Беру их в фонотеке YouTube, на Pixabay, и самое главное, чтобы лицензия была свободная. Потом еще раз прохожу по самому видео. Где-то нужно кадр приблизить, где-то ускорить, где-то затемнение поставить. Ну и один из самых важных этапов — это музыка. Раньше я долго искал готовые треки, чтобы музыка подходила четко под ситуацию, но это было очень сложно. А если учесть тот факт, что нужно не забывать про авторское право, так и это еще сложнее. Поэтому сейчас я часто генерирую музыку нейросети Suno отдельными кусками, чтобы она подходила под определенные сцены. Потом режу и подгоняю ее под монтаж. Где-то нужен удар, где-то нарастание, а где-то просто заглушить саму музыку. Для меня это уже не просто фон, музыка помогает передать настроение сцены. Когда все собрано, я делаю субтитры, еще раз проверяю звук на громкость и сохраняю. Названия у меня обычно простые. Глорп и рыбалка, Глорп стал лягушиным царем. Все, без какой-либо загадки. Короче, да, нейросети в этих роликах делают очень много. Они создают изображения и анимируют их. Без этого моих бы видео просто не было. Однако кнопки, чтобы создать смешное видео, не существует. Все равно нужно придумать сюжет, собрать сценарий, проработать героев, диалоги, подобрать звуки, музыку и все это смонтировать. Для меня это возможность заниматься своими героями и рассказывать истории так, как я их себе представляю. А насколько хорошо получается, это решайте вам. В общем, как-то так. Спасибо, что остаетесь со мной. Увидимся в новых историях Глорпа.